Всех приветствую на канале Антон Ситников. В этом видео мы подключим мотор FlipSky 7070 к контроллеру 75100, подключим пульт управления VX3 и произведем полную настройку контроллера. Устраивайтесь поудобнее и заваривайте чаеху, и погнали! Подключение и настройку мы рассмотрим на примере контроллера 75100 от FlipSky с водяным охлаждением. Все ссылки на данные комплектующие вы найдете под видео. Первым делом необходимо припаять разъемы для мотора, разъем XT90 для батареи, так как с завода они не припаяны. Далее подключаем три фазы мотора к контроллеру. Достаем приемник от пульта управления VX3, в комплекте есть три типа проводков. Мы будем подключать приемник по UART, так как этот способ предпочтительнее и позволяет передавать телеметрию на пульт. Находим разъем COM на контроллере и подбираем подходящий под него кабель от приемника. Подключаем приемник. Теперь необходимо подключить батарею питания и подключить USB кабель к компьютеру. Без подключенной батареи контроллер не будет определяться в системе. Далее, нам необходима программа VESC Tool 6.0.2, это последняя на данный момент версия. Скачать ее можно с официального сайта VESC или по ссылке в описании. Теперь у нас все готово и мы можем приступить к настройке. Запускаем VESC Tool 6.0.2 и подключаемся к нашему контроллеру. После подключения мы видим строку состояния, что мы подключены к Serial COM6. Если же у вас не отображается контроллер или не подключается, то для начала нужно зайти в диспетчер устройств и проверить, установлены ли у вас драйвера. В большинстве случаев драйвера подтягиваются автоматически или через центр обновления Windows. Если же у вас драйвер не установился, то его нужно установить вручную с официального сайта STM Microelectronics, драйвер для виртуального порта STM32 микроконтроллеров. Далее, чтобы приступить к настройке, можем сначала обновить прошивку. Но если вы не хотите экспериментировать, то я вам этого делать не советую. Прошивка будет обновляться в зависимости от запущенной версии VESC Tool. То есть сейчас у нас запущена версия 6.0.2, и мы сможем обновить контроллер на версию 6.0.2. Переходим во вкладку Firmware и нажимаем кнопку Update Firmware on the Connected VESC. Загрузка прошивки сотрет все настройки VESC. Вы хотите продолжить? Так, сейчас идет очистка буфера и выгрузка прошивки. Далее микроконтроллер перезагрузится в течение 10 секунд, и нам нужно будет снова подключиться. Все, наш контроллер обновился. Теперь нажимаем снова кнопку «Подключиться». Теперь наш контроллер в версии 6.0.2. Так как 75100 и 75100, 75300 контроллеры от FlipSky не поддерживают фазовые фильтры, обновление прошивки до 6.0.2 включает их автоматически. Если их оставить включенными, то мы можем повредить контроллер. Для этого переходим сразу же в настройку Motor Settings Fog, Filters и отключаем фазовый фильтр. Вот тут строка Enable Phase Filters. Нажимаем False и записываем конфигурацию. Справа кнопка M со стрелкой вниз, в Right Motor Configuration. Далее приступим к настройке мотора. Для этого запустим мастер настройки. Это Setup Motor Fox. Нажимаем эту кнопку. Ждем процесса, и здесь он нам предлагает загрузить параметры по умолчанию. Если вы опять здесь нажмете «Да», то вы загрузите все параметры по умолчанию, и у вас опять включится фазовый фильтр. Поэтому здесь всегда нажимаете «Нет». Далее выбираем тип транспортного средства. Выбираем Generic, нажимаем Next, и здесь нам необходимо выбрать тип мотора. В данном случае у меня подключен мотор 7070 от FlipSky, и это мотор типа Outrunner. Он достаточно большой и мощный, поэтому здесь мы выбираем Large Outrunner, чтобы раскрыть мотор на полную мощность. Если же у вас подключен мотор
например, 65-111, 65-121, 65-161. Это моторы типа InRunner, и для них вам нужно выбирать строку Large InRunner. Для 7070 я выбираю Large Outrunner, нажимаю Next. Нас предупреждают, что мы можем повредить мотор, если выберем неправильно, но мы все сделали правильно, поэтому нажимаем Yes. Далее нам предлагается выбрать тип батареи. У меня это литий-ион. Если вы используете железофосфат, то там другие диапазоны напряжений, и вам нужно поменять эту строчку. У меня это литий-ион, 13 ячеек, он выбрал их автоматически, и емкость батареи у меня 30 ампер-часов. Здесь вот 6.000, сейчас стоит 6 ампер-часов, мы поставим 30 и нажимаем Next. Далее здесь нужно выбрать тип колеса. Так как у нас прямой привод, мы ставим галочку Direct Drive. Эти настройки отвечают за отображение скорости. Но у нас это не колесо, поэтому это можно пропустить. И полюса мотора у нас их сейчас 14 штук. На 7070 это значение равно 14. Если же у вас FlipSky 65-111 или 161 или 121, там полюсов 6. И нажимаем Run Detection. Мотор у нас издает звуки и начинает вращаться. Сейчас он пробегается по всем полюсам. И все, наше определение мотора завершено. Он определил фазный ток 83 ампера, что выдаст нам примерно 2200 ватт. Здесь мы можем изменить направление вращения мотора, но пока мы не знаем, в какую сторону нам нужно его вращать, поэтому оставим это на потом. С помощью этих кнопок вы можете посмотреть, как вращается двигатель. Ну вот и все, настройка мотора теперь завершена, теперь нужно настроить пульт управления. Для этого переходим в мастер настройки Setup Input. Здесь нажимаем Next. И сейчас нам нужно выбрать тип управления. Так как мы подключили контроллер VX3 по UART через COM-колодку, то выбираем здесь NRF-контроллер. Затем включаем наш пульт. И когда мы нажимаем на газ, то мы можем увидеть здесь шкалу в процентах. Обязательно нужно нажать до конца, чтобы определились крайние значения. Далее выбираем Control Type, тип управления двигателем. Если поставить Current, то у нас будет двигатель работать только в одну сторону. Если поставить Current Bidirectional, то можно использовать задний ход. Так, здесь нажимаем Write Configuration to VESC. Нажимаем Next, Finish. И в принципе все. Теперь мы можем нажать газ и увидеть, как вращается мотор. Для своей безопасности я рекомендую вам настраивать мотор всегда в отсутствии пропеллера. На этом базовая настройка завершена. И в принципе вы можете уже выходить на воду. Давайте еще пробежимся по основным настройкам, которые здесь есть. В Motor Settings на вкладке General тип мотора Bill DC, DC, Fog. DC это у нас коллекторный мотор, Fog и Bill DC бесколлекторный. Это Hall Sensors, в данном случае на таких двигателях они отсутствуют. Здесь настройки тока. Если вы хотите увеличить мощность мотора, например, FlipSky 7070 выдает в пике 4200 Вт. Но при таких настройках фазного тока он вам будет отдавать только номинальную мощность. Это где-то 200 Вт. Если же вы хотите поднять это, то вам нужно задирать вот эту настройку Motor Current Max и экспериментальным путем смотреть, сколько вы сможете снять. Но делать это нужно осторожно, потому что в пиковых нагрузках мотор долго не проработает. Это абсолют максимум Current Torque. Бывает и вылазит ошибка.
когда вы газуете, и он отключается, мотор отрубается и выдает ошибку, что ABS overcurrent. Если у вас такая ошибка, то здесь рекомендую поднять ток. Можно сразу на 150, на 100-200. Я сразу заранее подниму до 150, потому что у меня частенько эта ошибка выходит. И чтобы сохранить, нажимаем Write Motor Configuration. Здесь указываю максимальный ток батареи. У меня это БМС стоит на 60 ампер. Я укажу 60. Нажимаем Сохранить. На вкладке «Вольтаж» мы можем настроить напряжение, при котором будет ограничиваться ток. Это создано для защиты батареи. Например, когда остается 10%, у вас ограничивается ток. По умолчанию уже все настроено, когда мы выбирали ячейки. Но если же вы хотите поменять или поменяли батарею, то, например, внизу здесь пишем литий-ион 13, и он автоматически подставляет необходимые значения. Если же вы хотите покататься чуть-чуть больше или у вас сильно мощная батарея, то можно эти вольтажи немножко уменьшить. Здесь ограничение оборотов, ваттов. Здесь у нас находится ограничитель температуры. Когда контроллер достигает MOSFET Temp Cutoff Start, когда контроллер достигает 85 градусов, он начинает автоматически ограничивать мощность на 15%. И при 100 градусах он отключается вовсе. Если у вас нет охлаждения, вы хотите поездить чуть-чуть побольше, можете поднять, допустим, 95-100 и здесь верхнюю границу 120. MOSFET обычно держат где-то градусов 140, но в таких режимах, конечно, я бы не рекомендовал ездить сильно долго. Также температура мотора, но у нас датчика температуры на моторе нет, поэтому эта функция работать не будет. БМС — это при подключении внешней БМС, у нас сейчас ее нет, и в Advanced можно выбрать минимальный и максимальный входной вольтаж. Так, далее на вкладке Fog самые важные параметры — это Filters, Enable Phase Filters, он всегда должен быть False, выключен. И можно поиграться с Field Weaken. Field Weaken у нас поднимает обороты с ослаблением поля, но на воде это не особо влияет, поэтому можете поэкспериментировать, можете ничего не трогать. Далее в Web Settings мы можем настроить наш пульт управления. Здесь в первой вкладке мы можем выбрать тип управления. Сейчас у нас подключено по UART, но если же вы подключили по PPM, то здесь можно выбрать PPM и использовать тип управления PPM. Кстати, давайте попробуем подключить пульт по PPM и посмотрим, как у нас это получится. Заранее могу сказать, что контроллеры VX3 лучше подключать по UART, потому что они будут отображать всю вашу телеметрию. По PPM передается только сигнал ручки газа, и если вы подключите синенький проводок на приемнике к плюсу батареи, то еще будет показывать заряд батареи. Для того, чтобы настроить пульт управления по PPM, также перейдем в настройку Setup Input. Запускается Master Wizard установки. Далее нажимаем Next. И уже здесь выбираем PPM Input и нажимаем Next. Сейчас мы должны подвигать джойстик для того, чтобы записать максимальное значение газа. Максимальные значения записаны, и нажимаем Apply. Далее Next. И здесь тип управления аналогично. Если вы хотите, чтобы работал задний ход, выбираем Current. Если без заднего хода, то Current No Reverse. Нажимаем Write Configuration to VESC, кнопку Next и Finish. Также мне очень часто задают вопрос, почему мотор вращается сразу на максимальную мощность. Так как обороты мотора у нас регулируются по току, в холостую мотор потребляет всего лишь 1,3 ампера. И при этом он сразу же выходит на максимальные обороты. Это нормальное явление для холостого хода. И когда вы опустите мотор с винтом в воду, то обороты будут регулироваться плавно, так как диапазон регулировки уже будет от 0 до 40 ампер. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Если я что-то сделал неправильно,
Пишите обязательно комментарий или задавайте свои вопросы. До скорых встреч в новых видео.